такое впечатление, что с каждым годом вот этот год становится все короче. И такое впечатление, что вот я вас видел всех только вчера. На самом деле прошел уже целый год. И мы снова рады видеть вас, мы снова рады встретиться здесь, в стенах нашего родного факультета. По-прежнему мы все не очень дисциплинированы. Уже сейчас обрушился шквал звонков, что люди опаздывают. Шквал звонков со всего мира, из Иерусалима, Барселоны, Нью-Йорка. Тех, кто не смог приехать сегодня, но кто сердцем и душой здесь, с нами, кто помнит факультет, кто любит факультет. Это был очень трудный год, сложный, было много разных событий. И начну, пожалуй, с главного юбилея, который был в прошлом году. Это был юбилей 300-летия со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, который Московский университет праздновал очень широко, очень торжественно. И к этому событию было приурочено много очень торжеств. Это, я по хронологии скажу. Это была поездка делегации Московского университета в Петербург с возложением цветов и венков к памятникам и к могилам наших великих основателей, и Михаила Васильевича Ломоносова, и Ивана Ивановича Шувалова в Петербурге. Затем это была большая очень конференция международная, на которую мы приглашали ученых разных стран, нобелевских лауреатов, где участвовали многие наши профессора и делали доклады. Это были круглые столы, посвященные юбилею Михаила Васильевича Ломоносова. И много других мероприятий, я буквально всех их, наверное, не перечислю. Это публикации, это специальный сборник, посвященный Михаилу Васильевичу Ломоносову с рассказом о достижениях исторической науки периода Ломоносова и после Ломоносова, о его традициях. Затем я хотел бы сказать о фестивале науки, который тоже был очень важным событием, и сейчас он проводится не как событие Московского университета, и даже не как событие Москвы, а как событие всей страны, всей России, потому что действительно он трансформирован в такое широкое мероприятие общероссийского масштаба, и это так и проходило в этом году, но центральной площадкой был Московский университет. Здесь собирались люди, здесь мы показывали наши достижения, в том числе и новые находки, и новые открытия в исторической науке. Все это было здесь. Затем я хотел бы еще сказать об одной важной вещи. Это о глубокой трансформации нашей образовательной системы. Потому что с этого года, начиная, мы учимся по программе 6-летнего образования. Это даст возможность нашим студентам получить более качественное образование. Но это потребовало очень большой перестройки всего учебного процесса. Потому что есть новые предметы, которые мы обязаны были ввести в наш модуль образования, в наши стандарты. Это предметы общего образования, это предметы естественно-научного цикла, это культура речи. Это вопросы, связанные, я бы сказал, с постижением общих основ наук, и математических, и картина мира туда включена, и углубление психологии, и педагогики, все это было сделано. Нужно было думать о той системе, которая бы сохранила фундаментальное образование, лингвистическое образование, добавила бы новые предметы и добавила бы прежде всего предметы инструментальные. Потому что очень много зависит от профессионального владения методикой, методологией, вспомогательными дисциплинами, многими другими вещами. Без этого сейчас историка нет. И когда возникают острые проблемы исторического образования, когда нам задают вопросы о той же дате российской государственности, мы на эти вопросы должны отвечать источниковедчески точно.
Поэтому должны шлифовать источниковедческую методику прежде всего. Поэтому на это делается большой акцент, и мы стараемся как раз это укрепить. Вы знаете, что наступивший год объявлен годом российской истории, российской государственности, истории российской государственности. Это предусматривает, что мы будем проводить целый ряд важнейших мероприятий, связанных с этим юбилеем. Это не один юбилей основания российской государственности, это не один момент призвания варягов и основания державы Рюриковичей. Нет, это не только эта дата. Это дата построения разных парадигм, разных устоев, разных традиций российской государственности, начиная от Древней Руси, вплоть до демократической России. Это длительный процесс, и, следовательно, он требует осмысления, потому что мы с вами сталкиваемся с огромным количеством вранья, фальсификации истории, просто искажений разного рода. Мастеров очень много, в том числе и титулованных некоторых, и поэтому мы должны, конечно, объяснять, что и как произошло. Поэтому центральным явлением этого юбилейного года будет большая конференция, которая проводится здесь, в стенах Московского университета, несколькими факультетами, во главе с нашим факультетом, естественно, вместе с Академией наук, с отделением историко-филологических наук, об этом есть договоренность, вместе с РГГУ, и я рад, что ректор РГГУ, профессор Пивовар, здесь сегодня с нами, мы вместе это проводим, вместе с другими учебными заведениями важными. Это будет большая конференция, международная, потому что мы будем привлекать сюда крупных ученых, которые занимались проблемами отечественной истории. Мы будем делать свои доклады. Это будет большое мероприятие здесь, в Московском университете. С Виктором Антоновичем мы об этом договорились. Это будет издательская программа большая, потому что мы целый ряд трудов должны к этому юбилею выпустить. Я надеюсь, что это будут интересные работы. Они будут освещать разные этапы русской государственности. Это затем будет олимпиада, двойная олимпиада. Олимпиада школьников, которая посвящена российской государственности, ее традициям, и олимпиада студентов, где тоже будет целый ряд вопросов, и призовой фонд будет определенный, я надеюсь. Наконец, когда я говорю о будущем, то есть уже о наступившем годе, я хотел бы еще сказать, что у нас целый ряд других дат знаменитых. Это не только дата основания российской государственности, почему год и объявлен годом российской истории. Это юбилей войны 1812 года, победы над Наполеоном. Это перелом в смуте, 1612 год. Это юбилей одного из наших преобразователей, одного из авторов реформ Столыпина. Это 70-летие Сталинградской битвы, важнейшая дата, которая ознаменовала перелом в войне. Ну и много других событий, дат видных ученых, я не буду перечислять здесь все эти даты, вот я только о самом главном сказал. Вот, например, дата 1812 год. Это блестящая победа, это очень интересное событие, в котором есть две стороны. Сторона русская, сторона французская. Так вот, вместе с французами мы проводим на Бородинском поле очень интересную встречу и делаем сборник вместе с французами, с университетами Монпелье об участии французов и русских в этой войне, о разных этапах. И здесь будут очень интересные доклады. К нам приедут ученые, видные из Франции, и мы вместе с ними это проведем, потому что мне кажется, что здесь надо с разных сторон к этому событию подходить, объективно его освещать. Мы сейчас работаем над новым сайтом. Мы будем обновлять наш официальный сайт и создавать сайт, который будет форумом общения. Общение с нашими выпускниками, с нашими студентами и со всеми, кто интересуется историей. Я хотел бы сказать, что, конечно же, в той работе, которую мы проводим, большое место занимает воспитательная работа со студентами. И вот здесь, в прошлом году, может быть, вы это знаете, может быть, нет, я скажу, наши студенты продолжили традицию замечательную. Знаете, какую? Традицию поездок на 9 мая в разные центры
нашей бывшей страны, Великого Советского Союза. В этом году они были в Баку и встречались с ветеранами Азербайджана. При поддержке и наших фондов, и фондов азербайджанских прежде всего. И они там очень провели большой патриотический концерт. Они туда поехали в военной форме, в форме времен войны. Они пели, встречались с ветеранами. Ветераны потом стали на колени и их приветствовали, ребят, которые туда приехали. Вот какой эффект. А перед этим мы были в Сталинграде, Волгограде, перед этим мы были в Бресте, и там проводили такие же мероприятия. Мы будем это продолжать. Это укрепление наших связей, это укрепление единства нашего образовательного. Это очень важно. И другая традиция, которая тоже очень важна, я о ней хотел сказать, это помощь тем, кто в ней наибольше нуждается. У нас в стране огромное количество детей, к большому сожалению, в детских домах. Многие дети инвалиды, многие дети нуждаются в реабилитации какой-то определенной, психологической прежде всего. И мы для них проводим каждый год праздник. Это елка, это спектакль. Вот здесь, в этом корпусе, в зале, который у нас есть очень хорошим, актовым. Это подарки, на которые наш ученый совет и сотрудники, и спонсоры собирают деньги для того, чтобы ребятам помочь, вот этим бедным детям, которые действительно, может быть, немного видят радостного в жизни. Мы стараемся, чтобы они увидели какую-то другую жизнь, не только вот ту негативную, из которой, может быть, их государство даже спасает сейчас, из тех неблагополучных семей, откуда они пришли. Это помощь реальная. Я думаю, что это тоже очень хорошее дело. Мы стараемся помогать нашим ветеранам и нашим пенсионерам, потому что общество несправедливо к ним. Несправедливо, потому что если человек уходит, например, на пенсию, проработав в университете много лет, и потом он выходит на нищенскую пенсию на самом деле, а ему надо лечиться, ему надо не только выживать, ему надо покупать лекарства, они не дешево сейчас стоят. Вот мы стараемся здесь помогать им, используя наши средства, и, возможно, мы будем здесь помогать и с помощью нашей ассоциации, нашего объединения. Это надо обязательно делать, потому что мы не можем бросить людей, которые работали у нас всю жизнь, которые отдали университетскому образованию все свои знания, здоровье в конечном счете. Мы должны о них думать. То есть планов у нас достаточно много, но я бы очень не хотел, чтобы объявленный указом президента год российской государственности был бы делом только Академии наук и Московского университета, как это, к сожалению, получилось с юбилеем Ломоносова. На самом деле юбилей Ломоносова должен был быть общегосударственным, широко отмечаемым событием. Это то, чем наша страна должна гордиться. И мы хотим, чтобы юбилей российской государственности был достоин российской государственности. Вот этого мы и будем добиваться.